try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей. Я Ксюша, и сегодня у меня для вас очаровательный обзор двух прекрасных и на сегодняшний день уже редких сортов бабочек. Перед вами на пьедестальчике будут участвовать две вот эти вот орхидейки. Одна называется Ниль. Видела я ее только исключительно в форме мутации бабочки. Что-то даже никогда я не встречала ее на просторах даже фотоотчетов или в группах, форумах, кто показывает цветение в обычной форме, никогда не видела. Видела только вот в этой форме с защипами, в виде бабочки. И вторая орхидейка – это голландочка. Голландский сорт, название которой, к сожалению, я не знаю. На сегодняшний день в социальных сетях, в группах есть продажи очень похожих азиатских подростков, сорт, который называется Little Gem Stripes PF 777. Вот она на фотографии, которую я прикрепила. И как вы видите, цветение очень похоже с моим голландским сортом, но все же это разные сорта и, ну, скажем так, максимально похожим цветением. Те подросточки, кстати, я уже видела в домашнем цветении в группах, они процветают по-разному. У кого-то процветает вот с вот таким похожим цветением на мою бабочку. Вот. А есть, тоже прикреплю фотографию, она с цветением другой формы цветочков, и окрас тоже немножечко другой, уже совсем отличается. Моя орхидея и одна, и вторая были куплены из частной коллекции, потому что таких сортов уже в завозах нет. Обе они голландские. Достаточно уже дорогие сорта, потому что все редкие сорта на сегодняшний день уже имеют высокую цену. Вот. Ниль, конечно, очаровательная красотка. У нее, вы посмотрите, какие чудесные переливы оттенков, какие у нее очаровательные веснушки. Петалии, защипы вот эти на петалиях, веснушки делают скученными в одном месте и очень очаровательными, щечками желтенькими такими. Язычок ярко-ярко малиновый, с такой неоновой, с неоновым язычком. И тигровый. Видите, горлышко такое тигровое у нее. И очень интересные пастельные, мягкие такие тона. Она немножечко выцветает в процессе цветения, особенно летом. Зимой не так это заметно, а вот летом больше она выгорает, можно сказать, или выцветает. Зимой я, конечно, люблю вот сезон зимы, потому что цветам максимально комфортно как в условиях содержания, как по температуре, так и по влажности. И солнышка колючего нет, жгучего такого. И окрас цветочков сохраняется практически такой до конца цветения.
У нее тоже очень, смотрите, очаровательные петали, такие рюшистые, рюшки такие волнистые. Размер цветочка не очень большой, но цветет она всегда очень пышно. Она, конечно, у меня уже взрослая орхидейка. У меня прошлой зимой было большое расстройство. Закончилась зима, а у меня еще здесь не было на тот момент пола теплого, о котором вы все уже знаете. И были прохладные периоды на балконе. И она у меня потеряла корневую систему. Практически осталось два там корешка. Но я считаю, что это вообще уже отсутствие корневой системы было. И я вот за весну, лето, мы с ней до осени, мы с ней наращивали корневую систему. И слава богу, она ее восстановила. Сейчас она у нее довольно неплохая. Ой, у меня тут просто конструкция, которую я выставила, чтобы вам показывать. Вот видите, корешков уже довольно много. И она процвела у меня уже вот такой пышной гроздочкой. Как я уже не раз говорила, для того, чтобы ждать такого, знаете, зрелищного цветения, орхидейка всегда должна быть здоровой. Вообще это принцип всех выращивания растений, это основной принцип. Хотите мощное цветение, всегда должна быть здоровая орхидейка, здоровое растение, то есть это хорошая корневая система в первую очередь, хорошо развитая розеточка с здоровыми листиками, без вредителей и так далее. Вот тогда можно ждать вот красивого цветения. Это цветение, я думала, будет у нее не таким пышным, потому что все же была проблема с корневой системой, но она меня порадовала, потому что этот сорт еще, я вам скажу, такой старательный, и его особенностью является, что она пышно цветущая. Она всегда разветвляет цветоносы, у нее всегда ответвление есть от основного стебелечка. И вот такие милые цветочки. Обожаю просто этот сорт. Многие девочки, во всяком случае, за ней еще за этим сортом закреплена такая репутация, что Ниль только фотогенична на снимках, а в жизни она не впечатляет. Я могу вас разочаровать, скептиков. Не знаю, почему вы так считаете. В жизни это невероятная красавица, неповторимый. У нее неповторимый цветочек, окрас, сорт просто чудесный. Сейчас мы с вами померяем цветочек. Значит, цветочек у нее, если размах развернуть, что мне сейчас не очень удобно сделать, то цветочек будет 7 сантиметров. 7. Вот, 7 сантиметров. Летом практически такой же цветок, может чуть-чуть на полсантиметра больше. И вот я еще, кстати, хочу вам наглядно показать ситуацию с цветоносами. Кто смотрел мои видео прошлое, где я говорила, что я цветоносы не отрезаю, а отрезаю до живой почки. И считаю, что если орхидейка хочет, она процветет с них, а не хочет, она их засушит. И вот как раз вот с этими цветоносами, с них она у меня цвела весной 2020 года. И вот видите, сейчас только сейчас я их оставила для зимнего цветения, но только сейчас она их начала засушивать. Один уже практически полностью засушила, я его буду отрезать. А почему я не сразу? Вот если вы видите, что орхидейка начинает сушить свой цветоносик, вы его не режьте сразу. Дождитесь пока, вот видите, он еще красный у меня. Я сейчас буду пытаться наводить фокус. Видите, он красный, бордовенький такой.
Еще рано резать. Резать надо, когда она будет уже прям сухая-сухая палочка вот такого соломенного цвета. Почему? Потому что орхидейка забирает питательные вещества не только с нижних листиков, когда она их тоже сушит. Нижние листики тоже никогда не трогайте, но также не трогайте вот эти цветоносики, потому что она тоже забирает все полезные микроэлементы для своего развития. Так что вот если орхидея решила, она сама засушит, дайте ей возможность самой решать, как поступить. А возможно и процветет в будущих ожидаемых периодах цветения. Розеточка у этого сорта очень компактная. Листики у нее не больше 20 сантиметров, не широкие и не длинные. Очень аккуратная орхидея, занимает мало места у меня на полочке. Но следующая орхидейка, как я уже сказала, это голландский сорт очаровательной бабочки. Купила я ее из частной коллекции одного удивительного коллекционера, моего друга уже на сегодняшний день. Вот. Купила я ее взрослую. За это время, что она у меня уже 2 года, я даже успела ее омолодить, потому что в какой-то момент заметила, что есть, во всяком случае, не знаю, была ли проблема на самом деле, но я переживала, поэтому решила верхушечку отделить от того места, сделала пенек. Слава богу, уже были воздушные корни, и я укоренила верхушку этой орхидеи. И тем самым, получается, я размножила этот сорт у себя. И у меня уже есть детка на пеньке. В этом году будет уже 2 года, да, как я сделала себе деточку. Сейчас я вам ее покажу. Вот она растет в горшочке моем. И сейчас покажу. Вот смотрите, что такое пенек, кто не знает. То есть, когда ты отрезаешь орхидейку, верх орхидейки остается вот этот вот пенечек с корешками той орхидейки, которая была. И на пенечке начинает расти детка этого же сорта. Вот она у меня уже за 2 года. Ну, уже практически 2 года, это будет ближе к лету, в конце мая я ее омолаживала. Уже вот такая красавица. У нее уже куча своих корней, но я ее не тороплюсь отсоединять, потому что хочу, чтобы она еще выросла, потому что ее питают не только ее корешочки, которые она отрастила себе. Видите, у нее там вот от шейки уже куча корешков, но также ее питают корни этого пенька, к которому она прикреплена. И я уверена, что в этом случае она растет гораздо быстрее и развивается быстрее. Она у меня, кстати, осенью запустила цветоносик, видите, пенечек. Вот этот вот, но почему-то она его недоразвила и засушила. То есть уже вырастила его сантиметров 10 и начала засушивать. Это вот еще раз подтверждает, что орхидейки самой решать, что делать, развивать цветение или не развивать. И надо просто прислушиваться к своему растению. Вот такая орхидея. У меня теперь вот эта красавица есть в 2 экземплярах. Розеточка, сейчас я покажу, у нее достаточно компактная. Листики у нее в виде вороночки.
Видите, вот так растут вверх. Никогда я вообще не видела этого сорта. Но если только тургор хороший, тогда висят, вернее, если только плохой, то листики повиснут. А так вообще у нее особенность такая вот, торчат вверх листики у этого сорта. Они очень узенькие и не длинные, очень компактная розетка. В этом цветении она запустила у меня 2 цветоноса, оба новенькие, осень 2020 года. Она запускает 2 цветоноса, и вот с них она процветает. Причем вот эти все цветочки она распустила, видите, и сейчас уже пошла на доращивание своих цветоносиков. Это, то есть она все бутончики на цветоносе пораспускала, а потом решила дорастить оба цветоноса. Просто уже световой день увеличивается, и орхидейки, видимо, это уже чувствуют, что естественное освещение становится все больше, помимо искусственного, которым я досвечиваю. И они уже чувствуют все же приближение весны. Посмотрите на ее очаровательный окрас. Вообще, это история этой бабочки, вернее, моя история любви к этой мутации началась с этой бабочки. Я очень равнодушно относилась к фаленопсисам в мутации бабочка, но первая орхидея, которая покорила мое сердце, и после чего я стала неравнодушно относиться вообще ко всем, к многим, во всяком случае, сортам орхидей в виде мутации, бабочки. Вот именно с этой орхидеи началась моя любовь к этой форме. Мне девочка одна тоже написала на канале, что благодаря моим обзорам она пересмотрела свои отношения к пилоричным формам. Раньше считала их некрасивыми какими-то кракозябликами, а на сегодня она их полюбила. Так вот и у меня тоже произошло, что очень долго я совершенно равнодушна была к ним, а потом в какой-то момент прям полюбила, и у меня появилось в коллекции много уже орхидей с этой прекрасной формой мутации. Видите, насколько у нее активно яркие такие щечки, очень красивые разводы малинового цвета по краешкам петалей. Красивая губка. Цветочек не очень крупный, он не больше 5,5 сантиметров. Но это мультифлорка, и она цветет пышненько, такими большими количествами цветочков, таких очаровательных. В летнем цветении она все же немножко крупнее. Но я, кстати, прикреплю вам фотографию, как она у меня цвела с бокового цветоноса в одном из цветений за то время, пока она у меня была. Это было в форме трилипса. Вот, покажу вам вот эту фотографию. Очень тоже интересное цветение. Но заметила такую еще тенденцию у бабочек, когда это цветоносы основные, она процветает в виде бабочки. А вот из боковых цветоносов могут быть и всякие причудливые другие формы мутации. Но мутация у этой бабочки точно закреплена, потому что и у прошлого владельца, и у меня вот она всегда цветет вот такой красавицей. Сидит она у меня тоже в коре с добавлением влагоемких компонентов. Очень у нее красивые бутончики, такие треугольные. Вот сегодня такие для вас две красотки.
Очень красивые орхидейки. Очень, знаете, по-весеннему, наверное. Еще сегодня за окошком у нас солнечно. На балконе довольно много света. Вот смотрите, у нас сегодня 6 февраля. Мне, кстати, девочки тоже писали, у вас нет снега, у нас даже зеленая трава, видите? На проспекте травка. Вот, и уже, конечно, вот такие расцветки мне напоминают, что скоро-скоро у нас весна. Ну что ж, дорогие мои, надеюсь, что за время моего рассказа вы налюбовались этими красавицами. Кстати, у меня вот сейчас топочут голуби, вы слышите, на крыше. Я с дочкой люблю голубей, мы их кормим. И кормим также тех, которые живут у меня на крыше. Вот. И поэтому они порой слышны в моих обзорах. Значит, буду с вами прощаться до следующих обзоров. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Я все читаю. Мне очень приятно взаимодействовать со своим зрителем. Всем до встречи и пока. Try to fly